Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу показать вам остальную коллекцию своих палеток, что у меня осталось. До этого я вам показывала палетки от Essence и Catrice и от Makeup Revolution. Ссылки на это видео я вам оставлю внизу под описанием. И сегодня я хочу вам показать палетки, то, что у меня осталось. Это, как бы сказать, сборная солянка разных брендов. Хочу начать вот вам показывать палетку от Наташи Денона. Это моя любимая палетка. Я ее часто очень даже беру. Она называется Mini Star Palette. Очень хорошее качество. Думаю, она тоже у многих есть. Это, мне кажется, самая лучшая ее палетка из всех этих малышек. Здесь качество шикарное просто. Особенно вот эти блесточки. И матовые тоже очень хорошие. Они, кстати, не сыпятся. И я часто использую эту палетку. Посмотрите, какая пигментация. Шикарная просто. И еще один вот этот цвет. Качество просто шикарное. Вот вы смотрите, он даже не сыпется. В общем, из всех палеток многие рекомендуют именно вот эту палетку Mini Star. Также в коллекции у меня есть палетка от Huda Beauty, Haze, фиолетовая. Очень хорошая палетка, на мой взгляд. Да, эти палетки делаются в Китае, но мне нравится их качество. И у Huda очень знаменита вот именно своими блестяшками. А матовые цвета у нее такие же обыкновенные, мне кажется, как и у всех. Тоже немного сыпятся. Я очень люблю ее блестяшки. У нее очень-очень красивые они. Посмотрите, какая красота. Вот так они выглядят. Переливаются, конечно, они очень красиво. Также давайте я вам покажу и другие цвета. Вот эта блестяшка очень-очень красивая. Ну, матовые у нее такие стандартные. Ну, тоже интересные. Ну, светлый не видно. Вот, и давайте покажу вам еще этот фиолетовый цвет. Тоже очень красивый, достаточно пигментированный. В общем, тоже я люблю эту палетку. Очень красивая и качество, на мой взгляд, очень даже хорошее. Еще одна палетка в моей коллекции. Это палетка от Too Faced. Этой палетке, наверное, уже года два. Она выходила, по-моему, перед Рождеством, несколько лет назад. Есть такая большая, есть вот и мини-версия. Их мини-версия очень красивая, мне нравится. Называется она Gingerbread Space. Тоже очень хорошего качества палетки Too Faced. Мне нравится. Но почему-то в последнее время я про нее забыла. Надо взять ее, кстати, в косметичку. Здесь тоже очень красивые и мягкие. Ну, вот этот мягкий очень. Этот более суховатый. Вот этот тоже мягкий цвет. Мне нравятся их блестяшки. Вот этот очень красиво переливается. Пигментация мне тоже их очень даже нравится. Так, вот этот не очень, я смотрю. Ну, это их матовый цвет. Ну, блестяшки я, например, очень даже люблю Too Faced. Вот такие вот цвета. Следующий матовый тоже очень хороший. Как вы видите, она не сыпется. И давайте последний цвет. Тоже очень красивый матовый цвет для растушевки. Но он не виден на сводче.
В общем, тоже люблю эти малышки от Too Faced. У многих девочек видела. Они, по-моему, даже купили все их маленькие такие палетки. Ну, в общем, качество этих палеток мне очень даже нравится. Также есть у меня в коллекции палетка от Technique. Что сказать об этом бренде? Ну, например, вот эти вот палетки маленькие, они очень-очень сыпучие, но пигментация, конечно, у них шикарная. Но мне не нравится пользоваться ей почему-то в последнее время, потому что она очень сыпучая и вот прям разводит грязь. Но очень здесь пигментированные цвета. Смотрите, какие тут матовые, шикарные. Но избавляться я, конечно, от нее не собираюсь, так как мне нравится, но пусть, как говорится, лежит у меня в коллекции. Видите, видно, что она очень-очень сыпучая. Здесь блестяшки достаточно хорошие, мне нравятся. Давайте я вам тоже их сейчас покажу. Вот эта блестяшка шикарная, просто как она как металлик. Нет, не как металлик, а вот как фольга. Вот тоже. Но это как бы можно сказать сатин. Вот шикарная просто палетка. И вот этот цвет. Но она сыпучая, я не знаю. Вот именно вот это может быть серия у них вышла такая сыпучая. А так палетка очень яркая и красивая. Смотрите, какие шикарные просто цвета. В общем, в коллекции есть у меня и вот такая вот палетка. А, вот этот цвет я еще не сделала. Тоже такой нежный цвет, красивый. Вот. В общем, такая палетка, но я ей очень-очень редко пользуюсь. Также от Technique у меня есть вот такая вот палетка. Очень красивая палетка. Тут очень шикарная пигментация. Даже есть цвет, который не уходит, как он называется. Пигмент такой сильный, он прям въедается в кожу и не уходит у вас. Это называется палетка Hot Foil Technique. Фольга фольгой, вот как говорится, фольга фольгой. Ну, красивые такие блестяшки. Прям вот украшалка для любого макияжа. Они очень мягкие. Смотрите. Вот фольгой ложится прям вот. Давайте покажу я сводчи. Пигментация, кстати, очень хорошая. Вот такая вот украшалка. Вот такая вот палетка, мне кажется, она на любителя. Не все захотят сделать макияж такой яркий. Но я пару макияжей делала. Вот. Вот насчет пигмента, это вот этот цвет. Он такой, как сказать, въедается в кожу и не уходит пигмент. Что-то не набралось. Так, что-то сводчи у меня не очень получились. Извините, девочки. Почему-то вот этот цвет-то не набрался хорошо. Не передается. Вот. Красивые цвета, конечно. Вот такая у меня вот палетка есть в коллекции. Вот посмотрите, как въелся этот красный, то есть бордовый цвет в мою кожу, и он не отходит. Следующая палетка, что у меня есть в коллекции. Вот такая палетка от W7. У меня также еще две есть палетки, но они находятся в Нидерландах. Я их не стала обратно везти сюда, в Грецию. Это у меня первая палетка от W7. Это закос дюб под
Huda Beauty. Ее первая палетка, по-моему, Nude называется. Вот под нее закос. Очень хорошая палетка, очень красивые здесь вот эти вот блестящие цвета. Мне очень нравится от W7 вот эти палетки, которые они делают а-ля Huda. Но вот этот вот цвет, это, как называется, глиттерный, да, но он, видите, на базе. Смотрите, пигментация. Ну, глиттер я не использую. Мне кажется, не надо было сюда этот глиттер делать. Но блестяшки у нее просто, на мой взгляд, самые лучшие. Можно сказать, такие же, как у Huda Beauty, потому что я видела обзоры у девочек, которые сравнивали эту палетку с оригиналом от Huda Beauty. Также вот этот глиттер, давайте я его уже не буду делать. Вот это уже сатиновый цвет. Ну, тоже очень красивый. Так, и давайте пару матовых я вам покажу. Вот. Нет, палетка, конечно, W7 хорошие дюпы делают. Мне кажется, самые лучшие дюпы это вот W7. Вот смотрите, какая пигментация у нее. Блестяшки просто супер. Вот такая вот палетка у меня есть также. Также в коллекции у меня есть палетка от Rimmel. Тоже хорошая палетка, но не такая она пигментированная. Это тоже, мне кажется, закос под бренд Urban Decay. По-моему, их палетка Cherry. В общем, ну, хорошая, можно сказать, палетка такая вот среднего качества. Но вау не скажешь, поэтому я не стала покупать и другие цвета. У них там большая линейка достаточно. Это у меня под номером 07. Как называется? Cremation Edition, если правильно читаю. В общем, ну такая среднего качества палетка, на мой взгляд. Я ей тоже почему-то мало пользуюсь, но здесь тоже достаточно красивые блестяшки. Но здесь сатиновый блеск, далеко не шиммеры это сатины. Вот такие вот цвета. Вот, что я плохо взяла, набрала, то есть такие вот цвета. Давайте я покажу пару матовых. Ну, матовые тоже такие нормального качества. Вот такие вот матовые. Ну, палетка такая, как я вам говорила, среднего качества. Ну, макияжи можно, конечно же, сделать. Также в моей коллекции есть палетка от Makeup Academy. Это такая вот палетка красивая достаточно, но почему-то мало говорят про этот бренд на YouTube. Очень мало. У нас в Греции очень популярный этот бренд. Вышло очень много палеток. Даже очень красивых. И качество у этой косметики достаточно, на мой взгляд, очень даже хорошая палетка. Мне очень даже понравилась. Здесь вот такие рефилы. Качество тоже хорошее. Она не такая сыпучая. Блестки очень яркие. Не только блестки, конечно же, то есть шиммеры яркие, но и матовые цвета тоже достаточно пигментированные. Давайте я вам покажу. Здесь есть как шиммеры, так и сатиновые цвета. Вот такая вот шикарная пигментация. Но здесь вот есть два одинаковых цвета. Зачем они это? Не знаю. Вот тоже очень красивый цвет. Давайте пару матовых покажу также. Смотрите. Красота.
Вот так вот выглядят цвета. Ну, красивая палетка. Шикарные цвета. Здесь есть и для растушевки, и для затемнения, и украшалки. Такая палетка. Также в моей коллекции есть палетка от Beauty Bay. Шикарные палетки у них, конечно. Это все знают. Пигментация просто супер. Хочется еще парочку заказать. Но доставка у них немножко дороговата. Я не знаю сейчас как, но до этого тоже дороговато было. С Beauty Bay я заказывала вот эту палетку и от BH Cosmetic. Палетка от BH Cosmetic у меня осталась в Нидерландах, поэтому я вам ее не смогу показать. И хочу показать вам именно вот эту малышку. Здесь 9 цветов. Я влюбилась сразу в эту палетку, когда увидела у одного блогера и решила ее сразу же заказать. Здесь очень красивые вот такие вот украшалки, блестяшки. Даже они дуохромят. Смотрите пигментацию. Они наносятся сразу с первого раза. Даже кисточкой. Такая вот украшалка. И матовые здесь очень даже пигментированные. Смотрите пигментацию. Вот. Ну, палетки, конечно, Beauty Bay все хвалят. Ну, единственное, что у них доставка, конечно, чуть-чуть проблематичная. И ждать, кстати, надо не 3 дня, а где-то неделю, даже больше недели. И вот этот цвет. Смотрите. Вот такой вот цвет. Ну, блестяшки, конечно, здесь шикарные просто. В общем, в моей коллекции есть также вот такая палетка от Beauty Bay. Также хочу вам показать вот такую свою новинку. Это палетка от Анастасии Beverly Hills Soft Glam 2. Это мини ихняя версия. Тоже хорошая палетка. Ну, не сказать вау, прям. Ну, я хотела в свою коллекцию что-то от Анастасии Beverly Hills. Это мини. Здесь всего 8 цветов. Банальная палетка, да. Единственное, что мне понравилось, пигментация хорошая, но она такая же сыпучая. Такие же блестяшки можно найти и в других палетках. В общем, я ее купила со скидкой. Я уже не помню, сколько она мне обошлась, честно говоря. Ну, со скидкой перед Новым годом я ее приобретала. Здесь очень красивые вот эти два шиммера. Также матовые достаточно хорошие. Вот этот белый, он не матовый, там чуть-чуть есть блесточки. Ну, такая палетка, классика, знаете, на каждый день. Вот. Такие вот матовые, они тоже сыпучие, как я вам сказала. Немного сыпется. Ну, пигментация, да, шикарная. Вот черный цвет, это вот черный цвет. Кстати, про этот черный цвет многие говорят, что это самый лучший черный цвет у нее в палетке, который есть. Это вот именно в Soft Glam. В общем, вот такая у меня тоже палетка есть мини. Честно говоря, других палеток от Анастасии Beverly Hills как-то уже не хочется покупать. Попробовала, что это. Ну и все. Вот, в общем, вот такая палетка. Также в моей коллекции есть вот такая малышка от Elf. Ее я приобретала в Нидерландах на сайте Douglas. Достаточно красивая палетка. Мне понравилось, что она такая маленького размера. Называется она вот так вот. Rose Water. Хорошая палетка, среднего качества. Это бюджетный бренд в Америке. Ну и цена у него, кстати, тоже бюджетная. И обошлась мне эта палетка очень-очень дешево, потому что была скидка 20% на Douglas. Красивые здесь цвета. Палетка тоже достаточно хорошая. Маленькая, миниатюрная. Брать с собой куда-то в путешествие, в поездку. То есть
просто супер. Ну, вот этот серый цвет не виден на сводче. Ну, палетка тоже, конечно, сыпется. Но качество мне понравилось. И шиммеры здесь очень-очень даже красивый. В общем, девочки, вот такая у меня коллекция теней. Надеюсь, вам было интересно смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.